Здравствуйте, мои дорогие мастерицы! Мы переходим к вязанию завитков с такими элементами, как листики. То есть мы соединяем завиток и листик в одном мотиве. У меня получился такой вьюнок, который я применила в моем проекте «Малахитовая шкатулка». То есть для мотивов отдельно малахита, которые были связаны, малахитовые камни. Для соединения этих всех винтажных мотивов не хватало связующего элемента. И этим элементом явился вот такой вот вьюнок. Он подвижен, мобилен, его можно располагать как в левую сторону, так и в правую сторону. То есть это такая двусторонний мотив. Его можно связать как с бурдоном, в градации цвета, в монохроме и, соответственно, добавляя винтажные столбики. Вот я тут клонс добавила, обвитой столбик. Соответственно, у меня здесь идет переход цветовой и добавлен бурдон. В чем интерес этого мотива? В том, что он на гусеничке. Но гусеничка трехгранная. Если кто знает такое, очень хорошо. Если нет, я вам ее покажу. Смотрите, когда мы его гусеничку связали, вяжем от основания, у головки гусенички, где она заворачивается в спиральку, мы ее формируем по кругу и провязываем соединительными столбиками или столбиком без накида. Вот посмотрите, здесь столбик без накида является соединяющим элементом, и у нас получается двусторонняя головка. И, соответственно, когда мы поворачиваем влево с изнаночной, с лицевой стороны этот мотив, он у нас двусторонний. Когда мы соединяем соединительным столбиком, все его знают, получается только лицевая сторона и уже изнаночная. Но на изнаночной стороне не так проявляется вот это вариант красивой такой закрученной спиральки. Именно вот во вьюнке. Но мы сейчас с вами свяжем произвольно гусеничку и сделаем спиральку на головке, на вершине нашего мотива, и один листик с узелками клоунс. Разница в ниточках, смотрите, в толщине какая. Вот. Здесь ажурное кружево, и завершала я канарисом вот на уменьшение. Немножечко получилась такая вот интересная градация не только в цвете, в цветовом решении, но и в ниточках. Вы также можете поэкспериментировать. А сейчас мы провяжем в монохроме. Это канарис ниточка. Вот. Если у кого есть потолще нитки, например, пеликан или там бабила, можете использовать эти нитки. Мы вяжем образцы, и если у вас есть намерение создать композицию, то подготавливаете ниточки в соответствии с вашей композицией. Начинаем вязать нашу гусеничку белыми нитками для того, чтобы вам было наглядно и хорошо видно. Так, этот у меня уже клубочек использовался. Я беру также крючок 0,55 и начинаем вязать. Вяжется просто. Начинаем со стартовой петли и провязываем 3 воздушные петли. Стартовую затягиваем и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Техника вязания не слабая и не тугая, то есть так, как вам комфортно.
Теперь провязываем в среднюю петлю столбик без накида, в следующую петлю завершающая также столбик без накида, и мы ее этот ряд замыкаем в первую петлю столбиком без накида. У нас получилось перед глазами завершающий по спирали в круг. Получился завершающий в круг такое вот кольцо. Сейчас я приближу, зафиксирую. И перед нашими глазами теперь показаны и с изнаночной стороны столбики без накида. С изнаночной стороны мы видим вот такие две петли, которые все время будут поворачиваться к нам лицом. Вот. Мы провязываем в 2 эти петли столбик без накида. Чуть-чуть пальчиком вот так продвигаем и опять видим 2 петли. И опять видим 2 петли столбика без накида. Сейчас я их поймаю. Так, вот они. Первые 3, 4, 5 столбиков будут вот именно медленно, тяжеловаты, потому что вам нужно будет найти эти 2 первые петли. Не вяжите туго, чтобы у вас эти петельки были видны. Вот у меня туговато, и я их еле нашла. Опять поворачиваем. Вот они. Они как бы сбоку лежат, наискосок немножечко. Поворачиваем, провязываем. Провязываем столбик без накида. Каждый раз, без всяких поднятий, без всяких соединительных столбиков. Просто провязываем столбики с накидом по кругу. И получается у нас такой трехгранный шнурочек. Первые пару сантиметров они еще не будут ощущаться, что он трехгранный. Дальше вы его, как говорится, распознаете. И так вот видите, я пальчиком так раз немножечко повернула, и две петли изнаночной стороны столбика без накида к нам повернулись, и мы их провязываем. Вяжу медленно, намеренно, чтобы у вас был невысокий темп, чтобы вы понимали, что первые петли вяжутся всегда чуть медленней, но зато аккуратно. Вот сейчас я еще слабее начала вязать. Я уже понимаю, что у меня первые были затянуты петельки, и я их слабо находила, и у меня такой способ тугого вязания вот именно в этом моменте в гусеничке он лишний. То есть мы сейчас перестраиваем нашу мыслительную деятельность, нашу технику напряжения пальчиков, ниток на более слабый способ удерживания нити, удерживания крючка, удерживания нашего изделия. Вот таким образом у нас постепенно начинает вывязываться шнур гусеничка. Вяжем его произвольно, примерно 20,
ну, может быть, 20 сантиметров. И теперь вот смотрите, вот когда вы вот так вот его покрутите, да, у вас она чуть-чуть будет закручиваться. Ничего страшного, в процессе вязания она у нас зафиксируется. И вот у нас вот такой вот трехгранный получается элемент. Теперь вяжем примерно 20 сантиметров. Конечно, мы будем условно брать вот эту цифру 20 сантиметров. Почему? Потому что композицию, которую вы будете составлять, вы будете уже ориентироваться на ваш масштаб, на ваше расположение того или иного вьюнка, завитка. Возможно, у вас будет только один вьюнок без листиков, вот именно на шнуре этом гусеничка трехгранный. Возможно, у вас будут другие элементы на этом шнуре, но в чем преимущество? В том, что он очень... Так, ну вот я сбилась немножко и уже не могу поймать эту петельку. Сейчас, минутку. На камеру вот теперь поймала. Вот. И, соответственно, мы учитываем, сколько мы еще захватим на спиральку, на головку нашего вьюнка, потому что он тоже завернется примерно, вот если брать, вот сколько мы провязали, то это еще вот только вот серединка будет, да, а у нас, например, головка, ну вот такая вот, да, то есть, ну, все условно, мы пока учимся, мы пока ловим алгоритм, технику, и нам важно понимать, как правильно распределять наши мотивы полностью на бурдоне, на нашем мотиве гусеничка.